Добрый день, это программа «Специальное интервью». Я ее ведущая Екатерина Забродина. И сегодня у нас в гостях заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Сергей Алексеевич, добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Сергей Алексеевич, спасибо, что нашли время прийти к нам. Давайте начнем с вопроса, который обсуждают сейчас в инфополе российском. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайет, помощник по вопросам энергетики, сказал на сенатских слушаниях, что США собираются задушить, это дословно, проект Арктик СПГ-2, против которого накануне были введены санкции. Как бы вы могли прокомментировать это заявление? Несколько моментов, прежде чем я конкретно по этому сюжету выскажусь. Прежде всего, далеко за сотню давно уже перевалило количество американских санкционных волн в отношении нашей страны. Их авторы признают низкую эффективность этой политики с точки зрения тех решений, которые они считают для себя правильными, и тех целей, которые они перед собой ставят. Я уверен, что как и в прошлом, так и на этот раз попытки через санкции подавить возможности нашего развития и движения вперед, в том числе в нефтегазовом секторе, в том числе в секторе СПГ, весьма перспективном сегменте. Спрос на эту продукцию высокий. Эти попытки провалятся. В целом санкционная политика Соединенных Штатов Америки отражает скудость, если не сказать ничтожность того внешнеполитического инструментария, которым располагают США. Только давление, только нажим, только угрозы, только шантаж. Отсутствие дипломатии, отсутствие желания договариваться – это фирменный знак Вашингтона, причем независимо от того, какая партия там контролирует на данный момент исполнительную и законодательную ветви власти. Поэтому риторика, лексика может быть любой. Мы на угрозы реагируем спокойно, занимаемся своим делом. У нас достаточно партнеров, у нас набран хороший ход в плане импортозамещения, и ресурсы для соответствующих инвестиционных программ выделяются и корпоративным сектором, и бюджетные возможности не ограничены. Так что пусть они там тешат себя иллюзиями, потом им придется признать, что и в этой части планов и замыслов они потерпели сокрушительное поражение, фактически провал. Сергей Алексеевич, а вы можете представить картину, ситуацию, при которой отношения между Россией и Соединенными Штатами, которые сейчас переживают, наверное, там самый острый кризис за последние 30 лет, дойдут до полного разрыва дипломатических связей или до понижения уровня дипотношений с взаимным отзывом послов, например? Нам бы этого не хотелось. Мы считаем, что дипломатические отношения как элемент международной жизни, это, в общем-то, то, о чем нужно заботиться и что следует беречь, иначе мы утратим вообще остатки каких-то цивилизованных каналов для доведения сигналов друг для друга. Это я к тому, что мы сами ничего подобного инициировать не будем, разумеется. Хочу сказать также, что 16 ноября исполняется довольно примечательная 90-летняя годовщина установления дипотношений между СССР и США. Наши отношения прошли разные отрезки. Был в них даже период союзничества, братства по оружию в борьбе с общим врагом гитлеровской Германии и странами коалиции, которая тогда воевала против нас и против наших союзников. На тот момент США были в их числе.
Потом были периоды холодной войны, Карибский кризис, разрядка, чего только не было. Сейчас действительно острейший кризис в отношениях, не имеющий аналогов в прошлом. Нам нужно тщательно калибровать, выверять шаги, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Наше руководство именно так настраивает МИД и другие федеральные органы исполнительной власти. Мы этому строго следуем. Со стороны американцев, к сожалению, наблюдается череда безответственных эскалационных шагов применительно к Украине, но не только. Поэтому, если смотреть под этим углом и видеть, как бы, так сказать, поведенческую модель Вашингтона, характерную для него поведенческую модель на нынешнем отрезке, я могу допустить все, что угодно. Может быть и понижение уровня, разрыв дипотношений гипотетически тоже возможен. Мы же не знаем, какие выводы делаются людьми, задающими тон в коридорах власти Вашингтона, из того, что для нас кажется нормальным, естественным, прежде всего с точки зрения обеспечения наших национальных интересов, нашей безопасности. Мы готовы к любому развитию. Еще раз, ничего обострять сами, никуда сталкивать ни в какую пропасть наши отношения мы не будем, но отвечать на любые провокации, на любые вызовы будем, в том числе, если нужно, и зеркально. Если есть альтернатива и интерес в другом, тогда асимметрично, но любые враждебные действия всегда получат с нашей стороны ответ в том или ином виде. Американцы, я думаю, это уже усвоили в достаточной мере, наблюдая то, насколько твердо и последовательно мы отстаиваем по всем азимутам, по всем направлениям собственные интересы. Сергей Алексеевич, в следующем году мир будет наблюдать за президентскими выборами в США. Очевидно, скорее всего, это будет борьба между Трампом и Байденом. И вот если Дональд Трамп вернется в Белый дом, а шансы высоки по прогнозам, да, различным, как это повлияет на двусторонние отношения? Вообще, почему-то в России принято считать, что с республиканцами проще иметь дело, и там условно Трамп лучше там для России, чем Байден. Вот что вы об этом думаете? Ну, во-первых, какие-то прогнозы сегодня строить рано. Это очевидно для всех. Не пройден не то что период праймерис, которые являются ключевым звеном в любой избирательной кампании в США, но даже предварительные внутрипартийные дебаты не завершились. И республиканцы их продолжают, и мы наблюдаем, сколько превходящих факторов внутриполитического свойства сейчас играют определенную роль в контексте выборов, которые предстоят чуть более чем через год в США. Это одна сторона. А другая сторона, не нужно уповать на то, что какие-то персональные перестановки, какие-то изменения в составе тех, кто находится на высших постах в США, могут привести к кардинальным сдвигам в наших отношениях. К сожалению, это надо признать, это факт, это неоспоримая реальность. В Соединенных Штатах среди элит, среди политикоформирующих кругов сложился очень устойчивый антироссийский консенсус. Они видят в России острый вызов и угрозу. Нас объявили такой угрозой доктринально. И смена караула в Белом доме, я думаю, на это мало повлияет. Хочу напомнить, что задолго до СВО, задолго до нынешнего периода тяжелого кризиса в российско-американских отношениях, именно администрация Трампа ввела
наибольшее количество санкций против российских физических и юридических лиц на тот момент за весь период наших отношений, далеко превзойдя в этом смысле своих предшественников, включая администрацию Обамы. Это о чем-то говорит. Мы также понимаем, что у республиканской партии США особенно выраженное, я бы сказал, инстинктивно формируемое неприятие идеи заключения юридически обязывающих договоренностей в разных сферах, которые, как считают республиканцы, тем или иным образом ограничивают возможности, извините, стратегического выбора Вашингтона, в том числе в сфере вооружений и контроля над ними. Понятно, что с учетом всего происходящего говорить о перспективах восстановления архитектуры контроля над вооружениями по меньшей мере наивно, но в данном случае я обращаюсь к истории. Я смотрю в прошлое и хочу сказать, что именно республиканские функционеры, активисты, эксперты, тяготеющие к этой партии, в свое время сделали максимум для того, чтобы торпедировать, то есть эффективно полностью закрыть саму возможность, саму идею, к примеру, ратификации Соединенными Штатами договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это было одной из причин того, почему США на протяжении более чем 20 лет этот договор не ратифицировали. То есть республиканцы не белые и пушистые партнеры с точки зрения наших позиций. Это острые, колючие, глубоко заботящиеся об интересах своей страны соперники. Именно так к ним надо подходить. Никакие персоналии на сегодня вообще не подлежат обсуждению. И еще раз хочу отметить то, что говорилось неоднократно на разных уровнях нашими представителями. Мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся никаким образом вмешиваться во внутриполитические электоральные процессы в США. А в свое время демократическая партия в этой стране оседлала, извините за слово, тему якобы вмешательство России в американские выборы, использовала это напропалую, на полную катушку в интересах борьбы с своими оппонентами. Все это оказалось в чистом виде фейком, злонамеренным вымыслом. И я допускаю, что нечто подобное повторится в будущем. Хотелось бы предостеречь наших оппонентов в Вашингтоне и в целом в США от очередных попыток через очернительство, через ни на чем не основывающиеся претензии к России решать какие-то свои внутренние задачи. Сергей Алексеевич, ну вот, например, тот же Трамп говорил, что если он вернется в Белый дом, он сможет за 24 часа разрешить украинский вооруженный конфликт, потому что он знает и Владимира Путина, и Владимира Зеленского, и готов там усадить их за стол переговоров. Вы считаете, что, как вы считаете, вообще есть ли шанс у этой инициативы? Может ли это сработать? Если кто-то в США из действующих или бывших политиков, государственных деятелей допускает для себя, что такого рода усилия могут быть результативными, я советую им, не теряя времени, обращаться в Киев непосредственно по тому адресу, где на сегодня мы наблюдаем полнейшее отсутствие какой бы то ни было готовности отклоняться от саморазрушительной, абсолютно бесперспективной и не основанной ни на чем, кроме попыток выставлять ультиматумы Москве, линии. Если американцы готовы в таком русле работать со своими клиентами в Киеве, то мы, естественно, возражать не будем. Нас ни в чем уговаривать не нужно.
именно Вашингтон, его сателлиты и его клиенты в Киеве перекрыли для себя, в том числе даже через формальные некие акты, которые были подписаны в свое время Зеленским, возможность прямых переговоров Киева с Москвой. Вот пусть они вначале отрезвеют, придут в себя, избавятся от своих иллюзий, примут необходимые решения, а дальше мы будем смотреть, насколько это возможно и насколько это соответствует нашим интересам. Сергей Алексеевич, заканчивая с Трампом, да, то есть вы не отделяете его, допустим, от республиканской партии, и вы не очень верите, да, в роль личности в истории и в исторических событиях? Я считаю Дональда Трампа плоть от плоти, выходцем, крупным политиком, имеющим глубокие корни в республиканской партии США. Но здесь нет ничего, что позволяло бы мне делать какие-то другие выводы. Я не противопоставляю Трампа республиканскому мейнстриму. Я считаю, что это не моего ума дело. И еще раз, Россия не вмешивается во внутриполитические процессы Соединенных Штатов Америки. Мы отслеживаем не более того, что там происходит с точки зрения дискуссий, с точки зрения каких-то обсуждений, процессов, рейтингов. Это имеет значение бесспорно, и никто это не отрицает. То, как развернется избирательная кампания, кто в итоге выйдет победителем в крупнейшей державе, сверхдержаве, в стране с огромным влиянием на все процессы в мире, разумеется, не может быть проигнорировано. Но мы на это никоим образом не влияли и не будем пытаться повлиять. Это суверенный выбор и суверенное дело американского народа. Вот пусть они этим занимаются и разбираются, кто такой Трамп, насколько он им привлекателен, что будет происходить дальше. Нас это касается не более чем как сторонних наблюдателей. Сергей Алексеевич, а какие остались сейчас каналы связи между МИДом и Госдепартаментом? Вот, например, в 2021 году вы рассказывали журналистам, что там представители МИДа, экспертные встречи проходят представители МИДа и Госдепартамента там в третьих странах. Это вы в 2021 году рассказали. Сейчас есть какая-то такая практика или какие-то еще каналы связи? Какие остались? Каналы диалога между Москвой и Вашингтоном сведены к минимуму по инициативе американской стороны. Они сами перекрыли возможности для углубленного обсуждения, в том числе актуальных региональных вопросов, вопросов стратегической стабильности и так далее. На сегодня МИД и Госдепартамент коммуницируют через посольство. Это старый дедовский способ встречи, созвоны. Не все просто, кстати, с организацией встреч для нашего посла и сотрудников нашего посольства в госструктурах США. Тоже часть какой-то дешевой игры, понимаете, с американской стороны. Они все хотят нам некие сигналы через эти свои рестрикции послать. Ну, просто смешно. Переписка в разных формах, в том числе электронная, эпизодические телефонные контакты. Вот тот инструментарий, которым мы пользуемся. Плюс к этому эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым раздражителям в наших отношениях. Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное,
двинуться в сторону большей нормальности, но пока готовности с той стороны к этому нет. Значит, будем существовать именно в той реальности, которую американцы, ослепленные, по сути дела, ненавистью к современной России, создали и на этом участке. Нас это не выводит из равновесия. Мы вполне довольствуемся тем инструментарием, который имеют. Не хотят — не надо. Когда захотят — скажут. Мы тогда будем смотреть, нужно нам это или нет. Кстати, установились ли у вас рабочие контакты, профессиональные рабочие контакты с новым послом Лин Трейси, который уже почти год в Москве? Госпожа Трейси приходила в МИД несколько раз. Мы с ней знакомы еще с той поры, когда она работала советником-посланником здесь, в Российской Федерации. Она, как я понимаю, неплохо владеет материалом, скажем так, то есть понимает обстановку, хорошо ориентируется в том, что происходит, но контакты не имеют систематического и тем более интенсивного характера в силу того, что, как я уже упомянул, наш посол в Вашингтоне Анатолий Иванович Антонов, к сожалению, лишен возможности нормально взаимодействовать, в том числе проводить встречи, беседы с соответственными лицами в разных звеньях государственной власти США, в силу самоограничений, которые американцы ввели в этой сфере. Но в дипломатии принцип зеркальности никто не отменял. То есть вы хотите сказать, что там отказываются чиновники, представители власти встречаться с послом России? Да, зачастую даже прямые обращения с просьбой провести беседу по конкретному вопросу, не о чем-то абстрактном, таком сугубо умозрительном, а о конкретном деле, том или ином сюжете, какой-то проблеме, вполне обозримой, не имеющей каких-то увязок ни с чем, извините, глобальным или особо затруднительным. Даже такие запросы зачастую просто остаются без ответа, на них не реагируют. Я считаю, что это ненормально, это нарушение азов дипломатической этики. Американцы должны как-то посмотреть на себя со стороны. Не все может быть подчинено логике, которая когда-то была сформулирована: ах, вот мы должны изолировать, в кавычках, Россию. Они себя изолируют, они себя лишают возможности вести более эффективно работу, в том числе над вопросами или по вопросам, которые им не безинтересны. А вот в Госдепартаменте и вообще в администрации американской говорят, что ведут работу над освобождением и возвращением в Россию граждан США Пола Уиллана и Эвана Гершковича, журналиста, задержанного в России. В Госдепе говорят, что переговоры ведутся по этому вопросу. Есть ли у вас данные, на какой этапе сейчас находятся эти переговоры, на кого Москва могла бы их обменять? Обсуждение этих сюжетов в соответствии с договоренностью президентов России и США, достигнутой на их очной встрече в Женеве в июне 2021 года, осуществляется по линии специальных служб. Именно спецслужбы России и США ведут обсуждение так называемых разменных схем. Американцам хорошо известна, как я понимаю, та позиция, которую отрабатывают наши коллеги по этому каналу. То, что они встречно выдвигают, я думаю, зачастую становится предметом недобросовестных спекуляций и какого-то обыгрыша в средствах массовой информации. Это тоже известный прием — нагнать волну, создать шумиху, политизировать сюжет, разогреть температуру вокруг него, чтобы было труднее дальше заниматься профессионалом тем делом, которое им поручено. Я считаю, что неуместные спекуляции о том,
кто может быть освобожден в обмен на кого. До момента, пока договоренность не достигнута, это может нанести ущерб и самому делу, и сказаться на психологическом состоянии, в том числе и прежде всего наших граждан, которые во многих случаях отбывают просто умопомрачительные сроки по неправосудным вердиктам и по надуманным обвинениям. Кстати, в последнее время участились факты арестов российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США, то есть законодательства, регулирующего торговлю чувствительными материалами и чувствительной продукцией. Я хотел бы предостеречь всех сограждан, всех соотечественников, которые могут допускать, что к ним в том или ином виде могут быть предъявлены претензии, выдвинуты обвинения со стороны американских органов от таких, как сказать, легкомысленных выездов за границу и времяпрепровождения в состоянии такой психологической расслабленности. На провокации против наших граждан американцы идут не просто охотно, а в нарастающем объеме, и нужно быть всем начеку, контактировать с нашими посольствами, с консульскими учреждениями и понимать, что со стороны этих американских структур возможны любые враждебные действия и подходы, и любые провокации, вплоть до арестов. Об этом нужно думать каждому, кто выезжает за границу. Вот, кстати, одна из самых таких ярких спекуляций и частых спекуляций, например, Wall Street Journal писала, что американцы предлагали включить в их списки также российских граждан, в списке на обмен, например, там российских оппозиционеров, ну, самый яркий Алексей Навальный. Есть ли у МИДа какая-то дополнительная информация по этому вопросу, новая информация? Это действительно так? Они предлагали такой вариант? Я не готов комментировать конкретику по персоналиям. Я могу сказать, что в прошлом мы все помним, как решался вопрос с освобождением Виктора Бута, Константина Ярошенко, кто был освобожден в этой связи у нас из американских граждан. Я не провожу никаких параллелей, но я считаю, что спекулятивные домыслы, которые распространяются в том числе в американских средствах массовой информации, они не повышают шансы на результативное решение тех или иных конкретных проблем в этой сфере, а скорее снижают их. То, о чем вы говорили, тот вопрос, который вы комментировали, в конце октября вы рассказали, что Соединенные Штаты передали России неформальные предложения по стратегической стабильности в формате non-paper. Да? И вот есть ли уже какой-то все-таки окончательный ответ России? Насколько эта инициатива возродить диалог, поставить диалог по стратегической стабильности на какую-то системную основу, насколько это интересно Москве? Екатерина, давайте так. Я свой комментарий по данному сюжету разобью на две части. Вначале немножко не о том, о чем конкретно сейчас идет речь, но для понимания общей канвы. Не мы прервали диалог по стратегической стабильности. Соединенные Штаты Америки после начала СВО официально передали нам, что этот диалог замораживается, как и диалог по практически всем другим вопросам, кроме тематики, о которой я сказал выше, то есть это раздражители двусторонних отношений. Это их выбор. Мы не думаем, что это было правильно, в том числе с точки зрения тех задач, которые сами США перед собой ставят, но им, конечно, виднее. Мы
не собирались и не собираемся их уговаривать в плане того, что давайте вернемся к ситуации, как она существовала, скажем, в 2021 году или в 2020 году. Здесь нет предмета. Ситуация поменялась радикально, и мы видим на сегодня глубоко враждебный, по сути дела, абсолютно антагонистический по наполнению и оформлению курс Вашингтона в отношении нашей страны. Они мечтают о сломе всего того, что составляет на сегодня суверенную, независимую Россию, и ее внешнеполитический курс на международной арене, нацеленный, среди прочего, на формирование многополярного мира. Это как бельмо на глазу у американцев. Они хотят, чтобы этого ничего не было. Они хотят нанести нам стратегическое поражение. Как в этих условиях можно вести осмысленный, содержательный диалог по тематике, которая ранее обсуждалась с представителями упомянутого государства, я слабо себе представляю. Но американцы славятся тем, что в их подходах может одновременно сосуществовать и фундаментальное отрицание неких реальностей, которые, сколько бы они ни говорили о противоположном, все-таки независимо от их воли, наблюдаются, и одновременно попытки повлиять на эту самую реальность, то есть и ее перечеркнуть, но и как-то изменить. Я считаю, что это проявление биполярности, не в геополитическом смысле, как это говорилось в холодную войну, а биполярочки, извините меня за грубость. Я думаю, что им нужно немножко как-то себя перестроить и на себя взглянуть более здраво и трезво, прежде чем мы что-то такое сможем с ними обсудить предметно. Поэтому никакой возможности для восстановления ведения дел в прежнем режиме в этой области я не вижу. Это первая часть, немножко безотносительно к тому вопросу, который вы задали. Конкретно применительно к нон-пейперу, который мы получили. Мы продолжаем его изучение в межведомственном формате. Я не могу вам сейчас предложить никакие графики, никакой временной диапазон, в течение которого мы сформулируем свой ответ и передадим его Соединенным Штатам. Я не уверен, что мы на сегодня готовы сказать, что такой ответ в том или ином виде, оформленном или изложенном устно, американцам обязательно будет передан. Это зависит, по большому счету, от их поведения. Если они дальше будут нагнетать, двигаться по эскалационной лестнице, пренебрегать нашими сигналами, о которых всем известно и которые звучат вполне определенно, что они своим поведением повышают риски серьезнейшего, опаснейшего столкновения ядерных держав, тогда я вообще не уверен, что мы ответим на их нон-пейпер. Тем более, что особого элемента новизны или каких-то нюансов, которые заслуживали бы такого экспертного, дальнейшего, углубленного обсуждения в профессиональном ключе, я лично в этом документе практически не увидел. Но ладно, это мое, может быть, субъективное мнение. Повторяю еще раз, наши эксперты, наши специалисты, наши ведомства продолжают изучать этот нон-пейпер. И пока итоговая черта, какой-то общий баланс мы не подвели. А вот есть еще одна площадка, многосторонняя, ядерная пятерка, да, такой полуформальный клуб ядерных держав, куда входят Россия, США, Китай, Франция, Великобритания. И эти заседания, они собираются, да, в этом году было 2, по-моему, в Дубае и в Каире, насколько можно судить по утечкам СМИ. И председательство перешло там от Соединенных Штатов к России. Какие вот у России приоритеты в этом председательстве будут? И какие конкретные инициативы мы хотим продвигать на этой площадке? Потому что это
это уникальный, в общем, механизм, который пока еще работает, да, и позволяет Вы ядерным совершенно странам... правы, да. Это, по сути дела, единственный из оставшихся форматов, где соответствующая тематика обсуждается профессионально, этим занимаются эксперты, и мы приступили к нашему координаторству в этой пятерке не без проблем, связанных с безобразиями, которые американцы вытворяют на визовом треке, но тем не менее все же решили не поддаваться превходящим таким нежелательным, наносным проявлениям антироссийского курса и продолжить работу на экспертном уровне, обеспечивая эту координацию. Предстоит еще несколько встреч в разных форматах. Мы рассчитываем, что координаторство продлится по меньшей мере до следующей осени. Мы ожидаем от наших коллег по пятерке комментарии по тем идеям, которые мы им изложили в предварительном плане относительно повестки дня. Не все из этого может быть вынесено на суд широкой публики. Все же это чувствительная материя, которой занимаются профессионалы. Но в обобщенном плане я могу вам сказать, что один из ключевых аспектов тех обсуждений, которые мы ведем, касается того, насколько повестка дня работы группы вот этой ядерной пятерки может быть расширена. К сожалению, США, Великобритания и Франция в порядке самоограничения своих внешнеполитических ресурсов, это я так интерпретирую то, что они в свойственной их манере преподносят как попытки изолировать Россию, решили, что обсуждать с нами можно только так называемые ядерные риски. Мы не против обсуждения ядерных рисков, хотя наша позиция хорошо известна. Если ее в двух словах изложить, то изменений в ядерной доктрине Российской Федерации нет, и эскалационный курс коллективного Запада повышает эти самые риски, и им следует остановиться. Но если они хотят это слышать от нас и дальше, они будут это слышать с различной степенью развернутости, с различным насыщением конкретикой, примерами, аргументацией, но смысл будет ровно этот. Хотят слушать, пусть слушают. Мы считаем, что этим не нужно ограничиваться, а нужно обсуждать в том числе темы, которые касаются практической работы дипломатов на многосторонних площадках. Прежде всего, договор о нераспространении ядерного оружия, где мы вступили в очередной обзорный цикл. Ядерная пятерка должна теснее координировать, на наш взгляд, свою политику, свою линию в этом формате, потому что там немало вопросов, где, как мы уверены, фундаментальные интересы ядерной пятерки все же должны превалировать над конъюнктурой и попытками западной группы что-то такое очертить для себя в противоход или в ущерб интересам России, да и Китая тоже. Второе направление. Мы знаем, что за последнее время так называемые антиядерные радикалы существенным образом нарастили свои усилия для того, чтобы повысить международную привлекательность договора о запрещении ядерного оружия. Мы применительно к этому документу занимаем позицию тоже вполне понятную. Есть 6-я статья договора о нераспространении ядерного оружия, где ядерное разоружение вписано в контекст всеобщего и полного разоружения. Никто от этих обязательств не отказывался, но говорить о том, что нынешняя международная обстановка способствует решению задачи всеобъемлющего запрещения ядерного оружия, мы просто не можем. Это грешить против истины, не говоря уже о том, что это противоположно нашим фундаментальным интересам в сфере безопасности. Я предполагаю, что аналогичных подходов поддерживают
придерживаются и другие страны ядерной пятерки. Нам нужно, соответственно, лучше и глубже координироваться по тематике договора о запрещении ядерного оружия, что мы и предлагаем. Это примеры того, как мы ведем там работу. Мы рассчитываем, что она будет продолжена, и все же здравый смысл в позициях западной ядерной тройки возьмет верх над их стремлением извините, каждый раз, что бы ни обсуждалось, оглядываться на их, собственно, написанные ими же для себя методички о том, что вот России нельзя спуску давать ни по каким вопросам. А по какой все-таки, вот в чем рациональная была причина того, что Россия отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний? Мы говорим о том, что США тоже его не ратифицировала, но также его не ратифицировал, например, и Китай. А, допустим, ряд стран его вообще не подписали, например, Индия, Пакистан и КНДР. Почему мы... И означает ли это, что Россия рассматривает для себя возможность возобновления ядерных испытаний? Есть страны, которые и не подписали, и не ратифицировали, но среди тех, кто не ратифицировал, США не в единственном числе. И теперь мы встали вровень в этом плане с США и некоторыми другими государствами, которые подписали и не ратифицировали. Сработала политическая логика зеркальности. В условиях, когда США проводят выраженный враждебный курс в отношении России, сохранять дисбаланс в столь существенной сфере было просто невозможно. Президент Российской Федерации принял это решение, подписав соответствующий федеральный закон, который был инициирован в Государственной Думе, принят там и затем получил одобрение в Совете Федерации. И теперь мы восстановили баланс, который нарушался Соединенными Штатами на протяжении долгих 23 лет. Это действительно более чем достаточный срок для того, чтобы при всем понимании трудностей, которые любая администрация в Белом доме испытывает в своем взаимодействии, в своем общении с Сенатом, при всем понимании того, насколько трудно набрать в любой администрации 2/3 голосов сенаторов, необходимых для ратификации любого международного документа, все же думаю, что 23 года более чем достаточный срок для того, чтобы они что-то в этом плане сделали. Некоторые администрации, в том числе администрация Трампа, бравировали тем, что ратификации нельзя и никогда не будет. Администрация Байдена, декларировав нечто в общем плане и продолжая повторять эти свои мантры на фоне отзыва российской ратификации, по факту тоже не предприняла ровным счетом ничего, чтобы сдвинуть с места этот вопрос. Мы ограничили свое действие восстановлением баланса. Еще раз, мы не пошли никуда дальше. Россия не отозвала подпись под договором. Россия продолжит придерживаться его положений. Россия практически завершила создание на своей территории сегмента международной системы мониторинга, которая включает в себя и геосейсмические, и акустические станции, и аппаратуру по контролю за выходом в атмосферу благородных газов, которые образуются в процессе ядерных испытаний, в том числе подземных, прошу прощения. Все это отражает нашу полную приверженность духу и букве договора. Что будет дальше? Следующий момент. Вот этот вопрос открыт, и он, по большому счету, ключевой. Есть ли гарантия, что все так будет продолжаться вечно? Этот вопрос имеет право на существование, но его нужно адресовать не нам, а вашингтонским политикам, вашингтонским военным, представителям Национальной администрации США по ядерной безопасности, то есть всем тем, кто отвечает за Nuclear Stewardship
Program, это программа поддержания в должном состоянии американского ядерного арсенала, кто отвечает за подготовку Невадской полигонной базы, кто проводит там те или иные эксперименты разного рода. Мы видели, что некоторое время назад там был проведен взрыв с использованием химических элементов, химических веществ. Вот к ним нужно обращаться, это адрес их. Я могу просто повторять это в любой аудитории. Те, кто озабочен возобновлением или невозобновлением нами ядерных испытаний, должны обращаться в Вашингтон незамедлительно и спрашивать, собираетесь ли вы, уважаемые господа американцы, проводить ядерные испытания. Они скажут, нет, не собираемся. Хорошо, это означает, что и Российская Федерация будет воздерживаться. Если они передумают и начнут действовать по-иному, не должно быть иллюзий. Мы ответим зеркально. Поэтому этот вопрос на сегодня открыт. Поняла вас. Если посмотреть вкратце на другой регион, тоже сфера вашего профессионального интереса, Латинская Америка, Россия развивает сотрудничество, в том числе военное, с Латинской Америкой. Вот планирует ли Россия, может быть, его еще больше развивать и открывать, например, военные базы, в странах таких, как Куба, Венесуэла, дружественных России? Те формы сотрудничества и военно-технического, и военного, которые практикуются на нынешнем этапе, в полной мере отвечают нашим интересам и интересам тех стран, с которыми мы его развиваем. Есть опыт разного рода, есть соответствующие практики, поддерживаются постоянные контакты. Я не думаю, что рассуждения о том, что может быть в дальнейшем, помогут и выполнению соответствующих программ, которые имеются и которые реализуются, и, главное, помогут задаче поддержания стабильности и безопасности в важнейшем регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Американцы не должны воспринимать этот регион как свой задний двор. Рефлексивные, такие инстинктивные попытки именно так реагировать на наше сотрудничество, на сотрудничество других государств, которые в силу географии не относятся непосредственно к этому региону с латиноамериканцами и Карибским бассейном, у американцев присутствуют, они будут продолжаться. Это рудименты блокового мышления и колониального мышления. Они хотят насадить неоколониальные практики, они хотят контролировать вплоть до мелочей те решения, которые принимаются странами этого региона. Мы же развиваем сотрудничество с этим регионом на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе, никому ничего не навязывая и занимаясь теми вопросами, которые и в сфере ВТС в том числе представляют для нас интерес, но прежде всего в сфере экономики, в сфере торговли, контактов между людьми, занимаясь этим открыто, не создавая ни для кого никаких угроз. Американцы должны из этого исходить, но их подозрительность, их оглядка, их какие-то фантомные страдания по поводу того, что какая-то делегация куда-то поехала и кто-то продал кому-то какие-то товары, наверное, это непреодолимо, и с этим тоже придется иметь дело. Но мы готовы, у нас есть отлаженные каналы и для практического сотрудничества, и для диалога по всем сюжетам, включая тематику безопасности. Мы будем это продолжать. Можно последний вопрос? Вот он связан с недавними событиями. Крайний, как сейчас стали в некоторых кругах говорить. В суеверных, да? Крайний. Вам нравится слово «крайний»? Мне больше нравится последний. The last but not the least. The last but not the least. По-прежнему нет... Крайняя степень приверженности
правильному русскому классическому языку. Вот это я приветствую вас. Замечательно. Сергей Алексеевич, на Западе по-прежнему нет ни у кого официальных результатов расследования подрыва северных потоков. На Западе склоняются к тому, что это сделала там некая украинская группировка. В России ставят эту версию под сомнение и обвиняют США и Британию, ну, как в МИДе говорят, англосаксов. И вот недавно произошел еще один эпизод с газопроводом, с повреждением вероятным, на этот раз на дне Балтики между Финляндией и Эстонией, Baltic Connector, и одновременно были повреждены телекоммуникационные кабели, в том числе российские. Вот есть ли какая-то информация у МИДа, может ли быть связь между северными потоками и последним инцидентом? И кто может за ним стоять? Что касается северных потоков, возмутительно совершенно все, что происходит в подходах западной группы к этому вопросу на протяжении долгого уже времени, прошедшего с момента самого события, самого этого террористического акта. Очевидно, что без подключения очень серьезных спецслужб, западных спецслужб, ничего подобного произойти не могло бы. Но с дипломатической точки зрения мы наблюдаем полное игнорирование тех подходов, тех вопросов, которые мы задаем, в том числе официальным путем, в том числе на уровне руководства соответствующих стран. Они считают себя вправе на это не реагировать, а отделываться в лучшем случае какими-то пустышками в публичной плоскости и, в общем, не придавать якобы этому значения. При этом в СМИ выпускаются анекдотические версии, люди, которые этим занимаются, с такой напускной серьезностью обсуждают разного рода детали этого всего. Это просто позор от начала до конца. Та позиция, которую занимают наши противники на Западе по этому вопиющему совершенно инциденту, который, безусловно, будет разбираться и специалистами, и историками в дальнейшем. Что касается каких-то кабелей, и трубопроводов, я понимаю так, что те, кто это все раздувает, не прочь здесь тоже заработать антироссийские очки, и мы к этому относимся соответственно. В любом случае, этой публике с нашей стороны доверия нет. Если у нас будут какие-то дополнительные вопросы, адресованные им или кому бы то ни было еще, мы их, конечно, сформулируем. Но практика показывает, что смысла большого нет. Тратить время и силы на обсуждение такого рода сюжетов с этими людьми, наверное, не очень полезно. Спасибо, что нашли время прийти к нам и ответить на наши вопросы, Сергей Алексеевич. Благодарю вас. Это была программа «Специальное интервью». У нас в гостях был заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Подписывайтесь на YouTube, телеграм-каналы RTVI. Оставайтесь с нами. Спасибо, что смотрели нашу программу. Всего доброго.